Привет всем! Снова на обзоре бренд B-Side. Модель X1 уже был обзор у нас на канале. Сегодня будем смотреть модель X2. Это уникальная модель, чего только стоит высококлассная сумка для хранения и переноски. Руководство пользователя на английском и китайском языке. Фирменные щупы на 10 ампер. Радует наличие изоляционных наконечников. Оказывается, новый прибор намного длиннее, прибор более функциональный. Есть разница и в толщине. Здесь также установлен современный дисплей. Прибор позиционируется как сразу 4 прибора в одном. Прежде всего это безопасное использование, то есть здесь нету выбора режимов. Прибор автоматически выбирает режим измерения. Прибор в первую очередь выполняет роль и обычного мультиметра. То есть для домашнего пользования есть достаточный диапазон режимов измерения. Кроме мультиметра, прибор еще выполняет роль детектора, то есть функции обнаружения электромагнитного поля. Третья возможность прибора – это использование в качестве фонарика. И четвертая функция – это функция пирометра. Бесконтактный способ снятия показания температуры. Если сравнивать, то новинка имеет теперь цветной дисплей. Эти современные дисплеи имеют отличные углы обзора. В центре расположился цветной индикатор чувствительности. Прибор хоть и измеряет неплохо температуру тела, мне кажется, его правильное предназначение это для более точного контроля при приготовлении блюда. Еще с успехом может послужить в приготовлении воды для купания ребенка, также для быстрого контроля температуры детского питания. Этот прибор также послужит отличной находкой для начинающего пользователя, потому что стоит только прикладывать шупы, прибор все автоматически вычисляет режим измерения и автоматически производит замер. Для измерения напряжения бытовой сети снова ничего не меняем, просто вставляем шупы и прибор сам распознает режим измерения переменного напряжения, где в один экран можно посмотреть все основные параметры сети. Теперь пробуем, какое минимальное напряжение фиксирует. Видим, измерение начинает только с 0,5 вольта. Нормальная быстрая фиксация измерения. В целом неплохой результат. Быстрой прозвонки ждать не приходится, хотя все достаточно громко и нет залипания. Посмотрим функцию фонарика. Здесь она очень даже неплохо светит. Для своей задачи вполне себе нормально.
Прибор также умеет измерять сопротивление. Посмотрим, с какого номинала может производить замер. Один Ом прибор пока не видит. 5 Ом пытается распознать. — 83 Ома нормально. То, что выше, тоже неплохо измеряется. Один мегаом также все нормально. А все, что выше, уже недоступно. Видим работу индикатора, детектора. Нулевой провод и линию фазы прибор спокойно определяет. Отлично распознает на одном и том же расстоянии. Прибор работает на двух элементах питания стандарта 3А 1,5 вольт. Для большей долговечности видим бронзовую вставку резьбы. Посмотрим, на каком напряжении прибор будет включаться. 2 вольта, естественно, мало. На 2,4 вольта прибор уже нормально включается, но, как видим, горит индикатор низкого заряда. И видим достаточно большие токи потребления, 130 мА. А при нормальном напряжении в 3 вольта ток потребления опускается ниже 100 мА. Все равно это много. Но это специфика современного дисплея. Посмотрим наличие потребления тока в выключенном состоянии. Как видим, все нули, хотя нет. Смотрим в режиме микроамперов. Ну и, как видим, почти 2 микроампер тока потребления в выключенном состоянии. В целом прибор отличный, но энергоэффективность хотелось бы, конечно, видеть как на старом монохромном приборе. Надеюсь, и такой прибор появится в скором времени. С таким дисплеем прибор напрашивается хотя бы на элементы питания стандарта 2А. Тогда все будет отлично. Спасибо за просмотр.